Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Тема этого видео – потайной шов. Освоение этого шва сильно упростит вам швейную жизнь, так как многие платья и брюки смотрятся в разы красивее без отделочной строчки по низу изделия. Также расскажу вам, какие параметры на машинке лучше выставлять с учетом плотности ткани. Приступим. Потайной шов в машинках выглядит таким образом. Ровные прерывистые стежки, иногда переходящие в зигзаг. Для прокладывания этого шва на моей машинке используется такая лапка. Но в более распространенных брендах швейных машин используется такая лапка. Я в качестве образца использую плотную ткань. И вот какие параметры подходят для плотной ткани. Игла номер 90, натяжение нити 4,6, прижим лапки 5, длина стежка 20, имеется в виду вот этот размер, ширина 4. Если вы будете использовать ткань средней плотности, оптимальные показатели будут такие. Игла 80, натяжение нити 4,6, лапка также на 5, длина стежка 17,5, ширина 3. Для тонких тканей значения почти такие же, меняется только номер иглы. Предположим, это низ изделия. Пусть будет моя подгибка низа 5 см. Чтобы проложить потайной шов, мы отгибаем основное изделие таким образом, чтобы край ткани выглядывал примерно на 0,7 мм. При обработке изделия край мы сначала обрабатываем оверлоком, но для наглядности потайного шва я этого делать не буду. Для удобства можете сколоть. Переходим на машинку. Совмещаю край сгиба с этим краем лапки. Делаем закрепку и прокладываем строчку. Когда строчка переходит в зигзаг, следите за тем, чтобы игла захватывала буквально несколько волокон со стороны основного изделия. Только в таком случае у вас получится потайной шов. Вот здесь, когда зигзагообразный стежок захватывает основное изделие, при прокладывании строчки очень важно следить за тем, чтобы игла захватывала буквально несколько волокон. Смотрим. Так шов выглядит в готовом виде. Изнанка. Лицо. Не видно ни единого стежка. Прокладывание такого стежка требует сноровки. Но если вы его освоите, вы не пожалеете потраченного времени. Разумеется, на плотных тканях выполнить его легче, поэтому начинайте с них и постепенно переходите к более тонким. Разумеется, можно делать потайной шов вручную, но это в разы дольше. Поэтому я бы рекомендовала вам освоить именно машинный. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайк, шейте с удовольствием и будьте стильными!